Друзья, всем привет! Я сегодня сделаю массаж стопы. И немножко хотела поговорить, вот как раз мы начали с Аней разговаривать еще до съемки про холод, что, Ань, ты говоришь, что ты мерзнешь, да? Очень сильно. А когда ты не была в этом весе, был больше вес, то ты так не мерзла, да? Кажется, нет, да. Ну, вот такой бывает эффект, что когда сбрасываешь вес или сидишь, придерживаешься какой-то определенной диеты, бывает ощущение того, что часто холодно, энергии не хватает, и для этого важно заниматься спортом, развивать мышечную ткань, чтобы мышца была достаточно крепкая, и малейшее движение мышцы сразу приток кислорода, энергию давало. Но включили обогреватель, он немножко шумит, чтобы было тепло. Тоже такой важный момент для массажа, чтобы клиент мог расслабляться. Но ноги, кстати, стопы у тебя не такие холодные. Да? Угу. Выйдешь, тогда чай выпьешь горячий, да? А руки, интересно. Ну, кстати, руки тоже не супер, а стопы, да, холоднее. В общем, потрогали всего клиента. Я помню в такие моменты тоже, вот когда у меня был период, я придерживалась диеты, я как спасалась? Мне когда было холодно, ну что нужно, когда холодно? Либо поесть, да, горячий чай выпить, что-нибудь такое плотное съесть, какой-нибудь жирный бульон или что-то такое, особенно когда вот зима, холодно у нас. Я начинала приседать. Вот 100 приседаний, знаешь, как согреваешься? 30 сделала, там 3 минутки отдохнула, еще 30, и потом еще 30. Очень хороший эффект, согреваешься сразу сердцебиение учащается. Да. Мне кажется, приседания везде можно сделать. Даже в туалете, когда там нельзя нигде как-то сделать, то раз закрылся и делаешь. Я так представляю, что там есть как раз прибор, унитаз для правильного приседания, да, что ты раз присел и встал, присел, дотронулся ягодицами, как тренеры учат, и встал. Ну, он чуть пониже тогда. Ну, пониже, да. Можно и так тоже. В общем, самое правильное приседание это в туалете получается. Да, что ты спину прямо держишь, да, что ты раз ягодицами сел, дотронулся до крышки унитаза. Можно не снимать ничего. И встал. И так 30 раз. Вышел, ты такой уже горячий, тебе жарко. Вот стопы, да, вот тоже, когда холодно, приятно. Чувствуешь, да, что по сравнению со стопами, да, у меня руки горячие, прямо, а стопы холодные. Но ты уже где-то загореть успела. Да это здесь, наверное, когда была погода хорошая. Ну, тоже очень приятная такая процедура, может быть, расслабление всего, несколько минут уделить стопам, если клиент замерз. Если есть горячие камни, тоже можно ими воспользоваться, положить под стопы, поработать. Всего 5 минут работы со стопой, плюс если горячий камень взять тоже, им поработать, то клиент сразу будет расслабляться.
Также у меня есть обучение онлайн по массажу горячими камнями. Ну, как ты чувствуешь, что жизнь налаживается с одной стороны, что стопа уже теплая или так себе? Со стопой полегче, конечно. Щекотно? Не, нормально. А еще я думаю, знаешь, что термоодеяло вот есть. Да. Тоже в термоодеяло так раз положил клиента, Да. он нагревается. А температура, значит, я не знаю, там +2. Мастер работает. Не нагрузается жестко. Знаешь, так вот тоже я сейчас вспоминаю вот последний штрих к видео. Многие мастера, так я встречалась с этим на практике, что, ну, говорит, как-то мне холодно, я как клиент прошу сделать потеплее. А они мне говорят, что а как я буду работать, мне жарко, я же работаю. Ну, тоже такой вот, конечно, я здесь за клиента. Ну, либо термоодеяло тогда должно, либо быть какие-то там, ну, полотенца, либо, извини, конечно, дорогой мастер, включи обогреватель. Ну вот, кто там, я не знаю, за это, напишите, кто больше за клиентов, а кто за мастеров, кто как это вообще видит проблему. Мое мнение, что да, клиенту должно быть комфортно. Если там мастеру комфортно работать, там, не знаю, в плюс 18, а клиенту холодно, то, наверное, я думаю, что мастеру пострадать придется. Не клиенту точно. Как-то там плюс 18 лежать даже под пледом так себе удовольствие, не расслабишься особо. До сих пор я такое встречаю, представляешь? В кабинете же душно, я говорю, мне нет, мне не душно. А я прям не могу, я прям не могу. Ну, ты прям не можешь, а мне холодно. Вот как быть? Напишите, друзья. Все, я прощаюсь, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.